Близнецы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на февраль 2024 года. Смотрим, какие энергии войдут в вашу жизнь в течение этого периода и что вам необходимо запланировать на этот месяц. Поэтому мы с вами приступаем. Вы подумайте о тех вещах, которые для вас значимы или что бы вы хотели воплотить в течение февраля месяца в жизнь. Мы с вами посмотрим. Общие энергии. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Так, несколько смещу. Все. Приступим. Итак, общая энергия месяца. У вас здесь ложится аркан Солнца. Прекрасная карта, которая говорит, во-первых, о наличии энергии. Это сама по себе ситуация, когда есть мотивация, есть ресурсы, есть стремление, есть потенциал что-то реализовать. У некоторых из вас это может быть период отдыха, отпуска, восстановления. Опять же, если это вопросы энергопрактик, энергочисток, они у вас пройдут успешно. У некоторых это просто элемент счастья, то есть достижение какой-либо цели. И неважно, с чем она связана, будь то работа, личная жизнь, или вы хотите завести питомца, или вы выиграли соревнования, то есть добились в какой-то нише успеха. То есть для вас это все продуктивно. Дотягиваю, в чем именно здесь у вас будет, скажем так, прорыв. И здесь у нас ложится аркан туз монет. Я понимаю, что несколько здесь прорисовка может сбивать с толку, потому что эта колода нетипична. Но я вам озвучиваю информацию так, как идет по картам. Так вот, здесь это финансовый рост, финансовые возможности, приток денег, увеличение заработка. Или вы можете получить в дар что-то ценное, что-то значимое, потому что здесь, обрести финансовую стабильность. И для вас это будет очень важно. Вопросы работы, заработка, карьеры. Аркан Иерофант. Карта, которая делает акцент на том, что пора заняться вопросами образования. Причем это справедливо как по отношению к вам. Вы можете прокачивать свои навыки, свои скиллы, или вы можете кого-то обучать. И за счет этого получать дополнительную монетизацию. Но в любом случае это духовный, это личностный рост, потому что даже когда мы кого-то обучаем, мы растем вместе с нашими учениками, потому что именно ученики дают нам новую базу, новую структуру для наших свершений. Они задают нам нетипичные вопросы, которые нас заставляют копать информацию, изучать, и нести им это в массы. Поэтому здесь прорыв, прогресс. Смотрим, как прозвучит этот аркан для каждого из вас. Для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может, у нас здесь ложится рыцарь монет. Это как поэтапное вложение в вопросы обучения, то есть заниматься самообразованием. И опять же, если вы владеете какими-либо навыками, можете передавать опыт или навыки, будь то репетиторство, или вы няня, а может вы там учите игре на гитаре, или вы действительно классный кондитер, записали какие-то свои курсы. То есть здесь это может касаться любой сферы деятельности. То рыцарь монет это как постепенное, поэтапное расширение, попытки заработать, монетизировать свои знания, свои навыки. И, конечно же, преуспеть на этом поприще. Поэтому дерзайте, здесь все должно получиться. У тех же, кто у нас является соискателем, жрец и карта сила, говорят о том, что, во-первых, вы можете трудоустроиться и уже на базе нового предприятия проходить обучение за счет этой фирмы, этого предприятия или организации. А некоторые из вас, если вы завершаете какой-то цикл обучения, повышения квалификации, то это вам позволит за счет этих навыков обрести работу мечты. Тем более 2 старших аркана для вас это действительно очень такой значимый и знаковый момент. Если вы у нас наемный сотрудник, что же у нас здесь? Здесь у нас ложится тройка чаш. В связке со жрецом это ситуация, когда вас могут отправить на какие-то курсы, мастер-классы, повышение квалификации, семинары, бизнес-тренинги. То есть это совместить приятное с полезным. В любом случае вы несказанно будете рады таковой возможности. Тем более дно колоды у вас здесь ложится тройка жезлов. Это как новые контакты, новые связи, обмен опытом, социализация. Всего то, чего вам не хватало, то сейчас вы это сможете обрести. Если вы владеете собственным делом, то 6 жезлов – это карта победы, это карта прорыва, это новые возможности, это достижение цели, успеха, результата. Причем, повторюсь, за счет того, что вы прошли какие-то
курсы и эти инновации привнесли в свое дело, так и вы можете сделать акцент на обучении вашего персонала. То есть заняться подготовкой кадров, ну и как следствие увеличить свои возможности. Финансовая сторона вопроса. У нас здесь ложится королева монет. Это карта прибыли, карта достатка, это рост. Причем здесь благодаря женщине земной стихии, телец, дева или козерог, которая может дать протекцию вашему делу или, допустим, лоббировать ваши интересы, чтобы вам там подняли оклад или дали какую-то премию, бонусы. То есть в любом случае она поспособствует тому факту, чтобы вы зарабатывали больше. В некоторых случаях, это в большей степени, наверное, для мужчин, это могут быть траты, связанные с женщиной земной стихии, телец, дева или козерог, а также это траты на супругу. Но это, знаете, как траты, которые идут в радость, а не в тягость. Но финансовая сторона вопроса у вас прекрасна. Вопросы здоровья. А вот здесь у нас не совсем позитивный аркан, потому что здесь у нас ложится десятка мечей. Это карта, которая говорит о ситуации, когда, состояние здоровья оставляет желать лучшего, потому что в чем-то вы здесь дотянули до последнего. И что-то спасти будет нельзя. Например, это вот просто утрированно вам привожу. Тянули до последнего, врач говорит, здесь невозможно, здесь нужно удалять зуб, и, допустим, ставить штифт, то есть потеря чего-то. Дальше. Это ситуация какая-то, когда болезнь все уже вошла в состояние хроники, то есть нельзя будет от нее избавиться, с ней нужно будет жить, знаете, принимать это как данность. То есть тот момент, когда вы усугубили текущее положение вещей. Сейчас я, конечно, дотяну, посмотрю, о чем здесь идет речь. Но у нас здесь идет, помимо всего прочего, пятерка жезлов. Это борьба, это вопросы, связанные с иммункой. У кого в особенности имели место быть часто респираторные заболевания, синуситы, фарингиты, ларингиты, то есть они могут перейти в более тяжелую форму или вопрос гайморита. Поэтому здесь, пожалуйста, будьте бдительны. Личная жизнь. У нас здесь ложится королева чаш. Королева чаш – это окунуться в эмоции, в переживания, в позитивные какие-то перемены. Конечно же, для мужчин это акцент на женщину водной стихии, рак, скорпион или рыбы и взаимодействие с ней. Для всех остальных это карта, которая говорит о том, что девушка, представительница водной стихии, может благоприятно, плодотворно повлиять на вашу личную жизнь. Так ли это? Анализируем вместе с вами. Для тех, кто у нас на данном этапе жизни свободен, что у нас здесь ложится? Как мы видим, четверка мечей. Четверка мечей – это как ситуация застоя или сам факт того, что у вас может быть много знакомств, общения, все как-то мимо, в холостую. Так вот, королева чаш на данном этапе, она может говорить о том, что вы не хотите нарушать эту ситуацию зоны комфорта и покоя, потому что на данном этапе вы как наслаждаетесь этим моментом или упиваетесь текущей ситуацией. И второй аспект – это как без вашего ведома, скажем так, без ваших просьб, кто-то здесь может способствовать тому, чтобы вас с кем-то познакомить или свести. Но если смотреть на колоду, у вас здесь ложится паж жезлов. Это знакомство будет больше как дружеского характера, нежели личного. Потому что сейчас для построения личных отношений вы эмоционально и ментально закрыты. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках, у нас здесь ложится аркан суд. Это говорит о том, что некоторые из вас могут вернуться в прошлые отношения, бывшие отношения, их восстановить. И вообще меняется кардинальным образом структура текущего положения вещей. Видите, у вас здесь ложится двойка чаш, и у вас здесь ложится двойка мечей. Это как сделать выбор, определиться и уже состояться с кем-то в союзе, то есть озвучить свои намерения. Если вы в стабильных союзах, восьмерка мечей говорит о том, что у вас здесь, по сути, ситуация неизменна, вас устраивает текущее положение вещей, и менять что-то в вашем союзе вы не намерены. Поэтому здесь все спокойно, комфортно, стабильно и, знаете, как ситуация, которая вас умиротворяет. Совет и рекомендация. Тройка мечей. Тройка мечей – это как акцент. В первую очередь не рвать себе душу и сердце. Это раз. Не разбивать, насколько это возможно, сердца другим людям. То есть даже если вы с кем-то решили здесь порвать отношения, стараться это делать максимально корректно и максимально мягко, насколько это возможно. Но и в первую очередь это вопрос о состоянии здоровья. То есть не допускать ситуацию, когда она у вас уже входит в состояние негативной динамики течения
каких-либо заболеваний, то есть ухудшение состояния здоровья. И если у вас что-то периодически болит, вас это тревожит, беспокоит, постарайтесь найти время, ну, конечно же, ресурсы для того, чтобы заняться этим вопросом. Потому что, оттягивая решение этой ситуации, вы только сами усугубляете текущее положение вещей. А мы с вами смотрим неожиданность периода. Что у вас здесь? Так, сад, гроб, леса, медведь. В первую очередь это как смена окружения, за счет чего лукавства, неискренности, лжи, вопросов обмана, которые вы можете вскрыть. Это раз. Второй момент. Здесь ситуация, когда какая-то клевета, хейт, но будет работать вам на руку. Потому что одной колоды у вас ложится аркан медведь. Медведь — это когда вы обретаете внутренний стержень, силу, стабильность за счет изменения своего отношения к той либо иной ситуации, к подходу. То есть даже если кто-то пытался вас очернить, вырыть вам яму, по сути, он вам сработает в плюс. Потому что даже какая-то негативная информация или дезинформация, она будет служить своего рода как рекламой или привлечением внимания к вашей персоне, к вашему труду, к вашему продукту. То есть для вас это все равно работает в плюс. Поэтому вот такой период, такая у вас здесь будет ситуация. Если мы посмотрим наиболее знаковые сферы у вас, обращайте внимание, это вопросы, связанные с карьерой, это раз. И я бы еще обратила на вашем месте на вопросы здоровья. То есть вот то, на чем вы должны заострить свое внимание. Все остальное будет вам по силам. Закрою таковым образом колоду, чтобы информация шла в плюс и хватило ресурсов преодолеть какие-то проблемные моменты и ситуации. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как по факту отозвалась информация и отыгрались эти расклады. Я вас благодарю за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.